Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал. В этом видео я покажу, как вязать вот такие пинетки моксы. Связаны они на размер 10 сантиметров, это приблизительно 3-6 месяцев. Вязать я буду из стопроцентного мерсеризованного хлопка от Пехорки. Подробнее о пряже я напишу в описании под этим видео. Подошву я уже связала, она у меня получилась 10 сантиметров. Как вязать такую подошву и как рассчитать нужное количество петель для определенного размера, у меня также есть видео. Для этой подошвы я набирала 20 воздушных петель. Далее одну петельку пропускала и со второй начинала вязать. Вязала 9 столбиков без накида, 1 полустолбик с накидом и дальше 9 столбиков с накидом. В последнюю петельку, куда я провязывала 9 столбик с накидом, я делала прибавление. То есть в одной петельке у меня получилось 7 столбиков с накидом. Дальше 8 столбиков с накидом, 1 полустолбик с накидом, 9 столбиков без накида и в последнюю петельку, куда провязывала 9 столбик без накида, делала прибавление. В одну петельку вязала 4 столбика без накида. Далее делала 2 соединительные петли и первый ряд у нас готов. Дальше делала 3 воздушные петли подъема и дальше вязала 16 столбиков с накидом. Далее мы будем делать прибавление. В одну петельку по 2 столбика с накидом. И так у нас должно получиться 7 прибавлений. Дальше 17 столбиков с накидом. И дальше мы будем делать также прибавление. В одну петельку по 2 столбика с накидом. И так у нас на пятке должно получиться 5 прибавлений. И дальше соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Второй ряд готов. Дальше делаем 3 воздушные петли. 17 столбиков с накидом и дальше мы будем делать также прибавление. В одну петельку 2 столбика с накидом, в следующую петельку 1 столбик с накидом, в следующую снова 2, в следующую 1 и так чередовать, и у нас должно получиться 7 прибавлений. Дальше 18 столбиков с накидом и делаем прибавление на пятке, так же как мы и делали с этой стороны. Прибавление делаем через одну петельку, и у нас должно получиться 5 прибавлений. Дальше соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема. Подошва у нас готова. Всего у нас должно получиться 70 петелек. Дальше мы будем вязать белыми нитками. Будем вязать рельефными лицевыми и изнаночными столбиками подъем от подошвы. Находим серединку на пятке. Заводим крючок за дальнюю стенку петельки, не за полностью всю петельку, а только за дальнюю стенку. Вот так. Будем вязать этот ряд за дальнюю стенку. Заводим крючок, протягиваем нить. Делаем петелечку. И набираем еще 2 воздушные петли. Всего у нас получилось 3 воздушные петли. Первый ряд мы будем вязать просто обычными столбиками с накидом. Делаем накид, заводим крючок за одну стенку петельки, протягиваем через 2 петельки и еще через 2 петельки. Не забывайте прятать нить по ходу вязания, беленькую. И так дальше до конца ряда будем вязать столбиками с накидом за дальнюю стенку петли. Сейчас покажу, как вязать вот здесь, где мы заканчивали ряд на подошве. Вот эту вот петелечку мы будем провязывать. Так. Немножко неудобно здесь, конечно. Так.
Вяжем столбик с накидом вот эту вот петельку. Узелочек этот пропускаем. И в следующую петельку снова вяжем столбик с накидом и так дальше. Итак, у нас получится всего 70 столбиков с накидом. 3 воздушные петли подъема считаются за один столбик с накидом. Довязала я до конца ряда. Сейчас делаем соединительный столбик, третью воздушную петлю подъема. И первый ряд готов. Дальше вяжем 3 воздушные петли подъема и будем вязать рельефные лицевые и изнаночные столбики. Делаем накид, заводим крючок, вот как бы обнимая полностью столбик с накидом. Сейчас я вам покажу, как это делать. Заводим крючок вот таким образом. И дальше вяжем, как обычный столбик с накидом. Это мы провязали рельефный лицевой столбик с накидом. Дальше будем вязать рельефный изнаночный столбик с накидом. Делаем накид и заводим крючок с изнаночной стороны. Вот таким образом, как бы обнимая столбик с накидом предыдущего ряда. И провязываем, как обычный столбик с накидом. Дальше лицевой рельефный столбик, делаем накид и как бы обнимая вот этот столбик провязываем. Дальше изнаночный накид и с изнаночной стороны заводим крючок, вытаскиваем, провязываем. Дальше также лицевой рельефный столбик с накидом, изнаночный, лицевой, и так мы будем провязывать до конца ряда. До конца ряда я довязала, сделала соединительную петлю в третью воздушную петлю подъема. И вот как у нас получается. Дальше вяжем третий ряд. Делаем 3 воздушные петли подъема. Здесь уже видно, где лицевые, где изнаночные рельефные столбики. Делаем накид и провязываем лицевой рельефный столбик с накидом, изнаночный. Дальше снова лицевой, огибая как бы столбик, изнаночный, лицевой. И так вяжем до конца ряда. До конца ряда я довязала, сделала соединительную петлю, потом еще одну петельку, и можно отрезать нить. Вот такой вот подъемчик у нас получился. Мне кажется, очень красиво выглядит. Дальше мы будем вязать тем же цветом, что вязали и подошву. Будем начинать с серединки пятки, там где и закончили вязание. Здесь также мы будем вязать за дальнюю стенку петли. Не за полностью всю петельку, а за дальнюю стенку. Вот так. Итак, заводим крючок.
Протягиваем нить. Набираем 2 воздушные петли. И дальше мы будем вязать столбики без накида. Итак, вяжем за дальнюю стенку столбики без накида. Вот этих 2 ниточки я спрячу сразу же по ходу вязания. И вяжем полностью до конца ряда столбиками без накида. Довязала я до конца ряда и сделала соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Дальше нам нужно найти серединку на мыске. Я вот так складываю подошву и нахожу серединку. Вот она. От середины отсчитываем 14 петель в одну сторону. Ставим маркер. Маркер у меня, как обычно, это нить. Так, поставили. И в другую сторону нам тоже нужно отсчитать 14 петелек. Ставим маркер. Мы отметили место, где мы будем делать убавление. Теперь мы будем вязать столбики без накида. Набираем 2 воздушные петли подъема. И вяжем полностью за всю петельку. Не так, как мы вязали за одну стенку, а за полностью всю. Нам нужно не довязать до нашего маркера одну петельку. Вот. Итак, провязала я столбики без накида. Смотрите, до маркера у меня осталась одна петелька. В нее мы будем вязать один полустолбик с накидом. Накид, заводим крючок и протягиваем нить через все 3 петли. Полустолбик с накидом готов. Дальше мы будем делать убавление. Делаем накид, заводим крючок, вытягиваем и протягиваем нить только через 2 петли. 2 петельки осталось на крючке. Снова накид, в следующую петельку заводим крючок, достаем ниточку, протягиваем нить через 2 петли и еще раз протягиваем нить через оставшиеся 3 петли. Одно убавление сделали. Дальше снова делаем накид, заводим крючок, протягиваем через 2, снова накид, в следующую петельку заводим крючок, достаем, протягиваем через 2 петли и протягиваем через 3 оставшиеся. Итак, у нас получается 2 столбика с накидом с одной вершиной. Таким образом мы будем делать убавление. И протягиваем через 3 оставшиеся. Снова накид. И так мы будем вязать до нашего маркера. Довязала я до маркера. Не забывайте протягивать наши маркеры, ниточки, в петельку следующего ряда. Так. Дальше вяжем один полустолбик с накидом, протягиваем через все 3 петли
И дальше вяжем столбики без накида до конца ряда. Довязала я до конца ряда, сделала соединительную петлю. Дальше набираем 2 воздушные петли и будем полностью этот ряд провязывать столбиками без накида, без убавлений. Не забывайте только переставлять маркер. Провязываем. Итак, до конца ряда я довязала, сделала соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Маркеры все я переставила. От маркера до маркера у меня получилось 14 петелек, но нам нужно сделать в этом ряду 8 убавлений. Поэтому от маркера отсчитываем еще 2 петельки. И будем вязать столбики без накида и не доходить до маркера 2 петли. Итак, давайте начнем вязать. Набираем 2 воздушные петли и начинаем вязать столбики без накида за полностью всю петельку. Итак, провязали столбики без накида, 2 петельки у меня осталось до маркера. В одну петельку мы вяжем 1 полустолбик с накидом, через все 3 петельки протягиваем нить, а вот со следующей уже мы начнем делать убавление. Делаем накид, протягиваем только через 2 петельки остаются на крючке, снова накид, протягиваем через 2 петли. Дальше через все 3 оставшиеся. Ну и дальше делаем так же, как и делали убавление. И здесь у нас должно получиться 8 убавлений. Давайте провяжем. Итак, сделала я 7 убавлений, мне еще осталось сделать одно убавление. Накид, заводим в эту петельку, 8-е убавление сделали. Вот такой получается мыс. Дальше делаем накид, вяжем полустолбик с накидом через все 3 петли. И дальше вяжем до конца ряда столбики без накида. Довязала я до конца ряда, сделала соединительную петлю во вторую воздушную петлю подъема. Дальше снова набираем 2 воздушные петли и будем вязать этот ряд полностью столбиками без накида. Не забывайте переставлять маркеры. Итак, давайте провяжем столбиками без накида полностью этот ряд. Делаем 2 воздушные петли и вяжем. Довязала я до конца ряда. Дальше в этом ряду мы будем делать снова убавление. Всего у нас здесь должно получиться 4 убавления. Здесь у меня от маркера до маркера получилось 8 петель. Не довязываем одну петельку до маркера. Вяжем столбики без накида, 2 воздушные петли и
провязываем. Итак, не довязала я одну петельку до маркера. Здесь вяжем мы один полустолбик с накидом. Накид. И вяжем полустолбик с накидом. Дальше мы делаем убавление, так же как и делали. Маркер можно уже достать, он нам не понадобится. Делаем накид, заводим крючок в петельку, провязываем через 2 петли, снова накид, 2 петли провязываем и оставшиеся 3. Делаем второе убавление. Так. Третье убавление. Достаем уже маркер и вяжем четвертое убавление. Дальше вяжем один полустолбик с накидом. И до конца ряда вяжем столбики без накида. Довязала я до конца ряда, и вот что у нас получилось. Нам осталось связать резинку. Для этого набираем 7 воздушных петель и плюс еще одна петелька для подъема. То есть всего нам нужно 8 воздушных петель. Итак, 8 петелек набрали. Дальше мы будем вязать соединительные столбики. Одну петельку мы пропускаем и со второй начинаем вязать. Вяжем как соединительные столбики. Нужно вязать немножко расслабленно, либо можно взять чуть побольше крючок. Итак, 7 соединительных столбиков мы провязали. Дальше нам нужно провязать 2 соединительного столбика, вот эти вот петельки. Провязываем один соединительный столбик и второй в следующую петельку. Разворачиваем вязание и начинаем вязать также соединительные столбики, только за дальнюю одну стенку петли. Не полностью за всю петлю, а только за дальние стеночки. Вот за эти вот. И так мы будем вязать полностью все, полностью всю резинку. Так, развернулись. И хочу сказать, что в каждом ряду у нас всегда должно получаться равное количество соединительных петель. В нашем случае это 7. Итак, вяжем за дальнюю стенку соединительные столбики. Не затягиваем сильно плотно, чтобы у нас получилась хорошая резинка. Провязываем 7.
Дальше делаем одну воздушную петлю, разворачиваем вязание и начинаем вязать также за дальнюю стенку соединительные столбики. И еще один. Дальше мы будем вязать также 2 соединительных столбика, вот эти вот петельки, 1 и 2. Разворачиваем вязание, вяжем соединительные столбики за дальнюю петлю, за дальнюю стенку петли. И так вяжем до конца ряда вот такими столбиками соединительными за дальнюю петельку. Итак, смотрите, довязала я практически до конца ряда. Здесь мне осталось сделать 2 соединительные петли и провязать еще один ряд. Так, последние 2 петельки делаем соединительные столбики. Разворачиваем вязание, вяжем за дальнюю стенку петли 7 соединительных столбиков. И последний, 7. Сейчас нам нужно соединить эту резинку вместе. Итак, берем, соединяем вот таким образом за передние стенки. Смотрите, приподнимаем переднюю стенку одной стороны и другой и протягиваем через них нить, делаем соединительную петлю. И так дальше. За передние стенки протягиваем, соскочила, протягиваем соединительная петелечка и снова. И так вяжем до конца за передние стеночки. Да что ж она не хочет цепляться? Так. Так, нам нужно еще сделать соединительный столбик, чтобы не было дырочки здесь. Готово. Дальше нам нужно эту петелечку протянуть вовнутрь. Протянули. Здесь нам нужно завязать узелочки и обрезать нить. И пинетка у нас готова.
Я надеюсь, у вас все получилось. Не забывайте ставить лайк и подписываться на канал. Впереди еще много интересных мастер-классов. Всем желаю творческих успехов и до новой встречи. Пока!